Показывает кинокомпания Touchstone Pictures. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Так, ну что, всем привет. В общем, пока едем, давайте маленечко поговорим. Вот, из того, что хотелось бы сказать. Вот, хотел всех поблагодарить ребят, кто присылал донаты, да. Вот. Их было немного, да, но вот парни стараются, присылают, так что всем огромное спасибо. Кстати, в прошлый раз, хотя я также поблагодарил людей, которые присылали, да, но, видимо, ролик смотрят либо на перемотке, либо не до конца, но сам факт, что я людей в том ролике поблагодарил, кто присылал донат, да. Вот. И в комментариях я читал, кто-то писал, что вот какая я скотина, и даже людям спасибо не сказал. В общем, это совершенно все не так. Людям я спасибо сказал. Просто либо ролик был перемотан с этим моментом, либо смотрели не до конца. Вот. Другого в принципе нет. Можете пересмотреть тот ролик. И вот, людей я там благодарил. И вот сейчас тоже им говорю спасибо большое. Поддерживайте канал. Вот эти деньги никуда не деваются. Они пока копятся. Вот. На конкретно какие нужды пока сказать не могу. То есть посмотрим, сколько денежек накопится. Вот. Хотелось бы, конечно, и компьютер бы поменять, и что-нибудь в плане монтажа сделать повеселее. Ну, вот. Посмотрим, в общем, на что накопится. Вот, то и будем приобретать. То есть пока сумма совсем маленькая, и конкретно на что-то не могу сказать, на что хочу потратить. Вот. То есть там уже будет все по необходимости. Вот. Что в первую очередь нужно будет, когда сумма накопится, тогда и будем принимать решение. В общем. Вот. Еще раз говорю всем спасибо, кто донатил, парни. Огромное спасибо. Вот. Вы делаете свой вклад, это очень мотивирует. Вот. И, соответственно, это будет способствовать развитию канала. В общем, что сейчас мчим на работу. Вот там у нас должна быть сегодня Volvo. Вот, с проблемами. Что-то там стучит сзади мотора. Вот. Ну, как сказали, что вроде как уже люди смотрели, вот, снимали шестеренку паразитную, смотрели, вроде как, ну, снимали компрессор, шевелили паразитную шестерню, сказали, вроде паразитка на месте. Вот. Там уже парни начали до нас разбирать, посмотрим, что они разбирали, может уже и делать ничего не надо. Вот, в общем, вот такие пока планы. Едем, смотрим, что там стукает, что там брякает сзади мотора. Есть, конечно, на Вольвах нюанс такой, что прям откручивается эта шестерня. Вот, ну, раз, говорят, уже смотрели, значит, дело не в ней, и нужно искать дальше. В общем, вот такие вводные. Мчим на работу, а там уже будем, как называется, посмотреть. Все, пока. Так, имеется, значит, вот такая Volvo. Вот, с признаками что-то брякает сзади. Ну, вот, вроде как говорят, что промежутка, да? Ну, компрессор я снял. Ну как снял? Даже не мы сняли, это мы уже пришли, все разобрано. Промежуток здесь на месте. Очень даже. Вот пришли, мы только начинаем, нам надо снять, значит, в общем, заднюю плиту только. Все, что здесь разобрано, уже разобрано было до нас. Вот компрессор, я так подозреваю, здесь снят, здесь
по шестеренке. Вроде как все хорошо. Как хорошо. Ну а вот по насосу Гора сейчас я вам покажу, что происходит. Че, говоришь, слышал? А насос Гора выглядит вот так. Так, здесь снял. Что да? Где выше? Шестерни закатаны, убиты. Супер. Ну, поверь. Полностью. То есть проблема у нас где-то там ниже, в районе коленвала. Супер, однако. Вот так вот все погрызло. Так. И скорее всего там что-то пошло не так у нас возле коленвала. Так, чтобы вытащить, в общем, колокол, нам нужно снять правую и левую опоры двигателя. Это раз. Да? Да? Так, опоры двигателя это раз. Замечено. Вот, потому что это все будет мешать его вытащить. Вот опоры мы уже сняли. Открутили. Все, сейчас откручиваем плиту по периметру. И будем посмотреть, что у нас там Короткая. конкретно так сломалось. Вот верхние шестерни тоже тут вроде как все более-менее. А тут что? Тут тоже? Да. Что-то мне другую путала. Давай, я сейчас дам что-нибудь другое. Вот. Раз, два. Оу, Это не я. это оно само. В общем, ладно, сейчас скинем плиту, посмотрим, что там сломалось. Машина не выезжает. Машина сломалась. Машина. Так, ну что, Это только привод. Насосы и привод. Это снята плита. Ну да, втулка тут ушатала. Втулки нет. а сколько там? Шестерню покоцала. Коленвальная шестерня тоже умерла. Причем так конкретно. Насос вроде выжил. Масляной. А, не колевальная пресс. Она снимается, кстати. Я тут брякала. Ну, тут прежде чем... О, видал что? Ага. Сейчас выяснилось. Ага. Вот тут было, видимо, плохое зацепление. Да? Ага. Да. Жапанский подшипник-то. Че? Жапан. Подшипник-то. Подшипник разъебал все-таки. Нет, подшипник-то целый, втулка. Видишь, кончилась втулка. И поэтому Видно? надо все пошло туда-сюда. Ой, блядь. Ну да. Коленвал не надо, тоже сниматься, да? Коленвала тоже досталось. А этим нет. Че нет? Ну, вот этим-то дальше нет. Вот промежутки-то, которые обычно... Нет, колевальная шестерня тоже снимается. Нет, вот это вот. Ага. Она же в первую очередь откручивается. Выжила. Но ее это протянуть попробовать и прихватить тоже. С ней все хорошо, а вот... На будущее. Вот это, да, тут... Эллипс-то хороший получился. Надо это. Сколько-то? 15. Ты же мне дал за 15. Ну, ты мне ее обратно и отдал. Сейчас давай снимаем. Так что вот оно. Почти на улице. А подшипник даже еще, причем в хорошем состоянии крутится, даже не кусает. Убила только саму втулку. Так коленвальная как снимается?
Вот два болта, посмотри. Ух ты. Даже стопор еще Ну, шевелится. ладно, давай это сейчас. Ну и корпусу маленько досталось. Ну, здесь не шибко смертельно. Здесь ребро усиления маленько подожало. Ну так вроде как. Больше даже ничего. Ну тут ничего страшного, я думаю, что все отмоется и можно ставить смело обратно тут. Ничего такого не произошло. Так, ну что, сняли насос, разобрали, тут как обычно все. Живого-то ничего нет. Корпус он весь измозоленный. Ну и, соответственно, зубья тоже. Вот они вот так вот выглядят сейчас. Все, тут можно аж бриться. Так что это все. Вон какие глубокие царапины. И вот тоже под замену. I'll be back. Stay here. I'll be back.